Привет всем хорошим людям, добро пожаловать к нам на канал Custom Truck. Ну что, мы продолжаем заниматься нашими проектами, естественно. Параллельно нам нужно навести небольшой порядок здесь на базе. А самое главное, нам нужно перегнать наш Зилотах. Его чуть-чуть тоже подделаем в этой серии. В общем, будем заниматься нашей обстановкой в гараже, чтобы у нас здесь и порядочек более-менее был, и будем заниматься Зилотахом. Погодка шепчет, это сейчас. Неизвестно, что будет через полчаса, потому что это лето какое-то предельно, беспредельно странное. Вам приятного просмотра. Огромное спасибо всем за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать наши движения вот эти вот, то переходите на Бусти и подписывайтесь. Начинаем. Очень интересно, как запустится Зилотах, ведь он у нас стоит с, я не знаю, наверное, с октября месяца. Очень давно. Сейчас обязательно проверим антифриз и масло. По антифризу все четко. По маслу, где здесь щуп. Вот. Ну, по маслу тоже все хорошо. Чистое, светленькое масло. Хочется его немножко подтянуть, наш проект. И я надеюсь, что в этой серии мы его еще подтянем. Будем его готовить к полноценному выезду на трассу. Нам нужно разобраться с раздаткой, с повышенными, пониженными, с воздухом, с тормозами. Все это будем делать. О, запахан здесь не очень. Так, минус. Тоже много нюансов, которые нужно доделать. Вот крепление аккумулятора. Ну, не поедешь, потому что нету крепления аккумулятора. Он же не будет крепиться правильно на клеммах. Поэтому все это нужно делать. Что-то искрит. Ну, делайте ваши ставки. Вот он просто так возьмет и запустится. Лампочка аккумулятора не горит. Ну, пробуем. Да ну. Да ну. Change engine oil. Это не постанова. Вот он стоял. Сколько, я не знаю, сколько он стоял, но вот так. Еще хотелось бы собрать вот эту часть тоже нашу. Ну, много моментов, которые нужно еще доделывать. Вот. Ну, будем потихоньку этим заниматься. А так, конечно, тачка классная. Но первое, что я хочу сделать, это охлаждение, чтобы нам не переживать за охлаждение двигателя. А еще нужно нам установить тоже манометр, потому что манометр там валяющийся, это такое себе. Нужно будет все это сделать. Вот, зарядка есть, 14 показывает. Значит, нормуль.
Слушайте, ну он классный, что-то в нем есть. Вот, ну просто... это изюминка машина. Ее нужно просто доделать. Не хватает нам времени в связи вот с этими всеми проектами, столько работы. Пытаешься и там, и там, и там, и поэтому немножко... Ну, ничего страшного. Вы знаете, что я тружусь один, иногда мне помогает Юра, Дима, но это не всегда. Вот. Поэтому, ну, вот так. Вот такая у меня есть кассета вентиляторов. Это от Tahoe, и нам нужно ее как-то примудрить сейчас в наш Зилотах. Вот, сейчас буду примеряться, смотреть, ну и как-то будем мудрить. Из-за постоянной работы над нашими проектами времени на повседневный автомобиль ну вообще не хватает. А ведь чтобы автомобиль не подводил, его нужно обслуживать вовремя. И вот тут, друзья, вам поможет сайт autospot.ru. Заходим на Автоспот, неважно какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, цены есть на все авто. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами. Всегда проверяйте актуальные цены на Автоспот, ведь разница может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы. А это, как вы понимаете, немало. Причем тут все цены и предложения от официальных дилеров и от проверенных сервисов, поэтому с гарантией у вас будет полный порядок. Выбираем лучшее предложение и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки всегда были под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот, которое полностью повторяет функционал сайта. Заходите на autospot.ru и пользуйтесь, ну а я продолжаю заниматься нашим Зилотахом. Блин. Наверное, придется все-таки снимать этот патрубок. Мы потеряем немного антифриза, ничего не поделаешь. Ай-ка забилась-то. Ну, здесь совсем ни о чем. Снимем и впускной. Вот этот патрубок, потому что он тоже нам здесь как бы будет типа мешать. О, вот теперь у нас места хватает. Немного шланги там мешают, сейчас мы их в сторонку отодвинем. Там внизу. Я думаю, должно быть все быть хорошо. Здесь их можно отогнуть без проблем. Но они у нас запакованы все, поэтому придется повозиться чуть-чуть. Нужно обрезать вот этот угол. Вот, он нам мешает. Упирается в гидроусилитель. Все отлично, можно даже прикручивать первый болт. Ну, можем, в принципе, и пометить даже. Не проблема. Все четко, 3 крепления, 2 сверху и 1 внизу. Там, правда, нужно чуть-чуть подправить, потому что болтаночка есть. Ну, подожмем, все будет нормально. Так, ну и электрика впереди. В постройке таких проектов приходится быть и электриком с 20-летним стажем, и сварщиком, всем, кем только можно. Вентилятор левый
водительская сторона. Ха-ха-ха, все подписано у бывалого. Вот что самое главное. Самое главное это подписка. Так что, друзья, подписывайтесь обязательно на наш канал, чтобы не пропускать наши интересные серии. Ну, я буду сейчас веселиться тут по ходу. Вот эти 3 шли на датчик. Явно. Да, явно на датчик. Массовый провод на наши вентиляторы мы запакуем аккуратненько. Вот так вот. По фэншую. Часто меня вот такой вот обжимочный пистолет выручает. Очень классная штука. Опа. Вообще четко. Не очень мне здесь нравится, а сверху не могу его ставить. Опа. Есть. Так, ну продолжаем дальше. Сейчас всю эту систему испытаю и потом вам покажу. Электрик от бога чуть не спалил мозги в нашем Зилотахе. Вот этот вот выход, это выход оказывается плюс. А я туда массу накинул и счастливый, блин. Собрал все, запустил мотор, ну посмотрим. Немножко забыл закрутить хомут, разлил антифриз. Но ничего страшного. Надо затестить, сработает он. Я пытался что-то греть феном, но у меня ничего не получилось, он не сработал датчик. А так напрямую срабатывает. Ну посмотрим сейчас. Пусть прогреется, воздух накачает. Но тоже как-то странно, вот чек у нас не горит, так, АБС у нас не работает, но на панели этого нету. Ой. Моща. Друзья, есть хорошая новость. Включились пропеллеры. Ну, отлично. Что я хочу сказать? Работает система. Ух, дует сразу 2. Все, хорошо. Очень хорошо. Вот так шепчет наш зилок. Ну все, можно наваливать, наверное. Ну пусть постоит, посмотрим за температурой. Так, пропеллеры отключились. Отлично. То есть якобы подстудились и отключились. Посмотрим еще, последим. Так, ну по-моему вот так нормально. Ну что ж, установил я зеркала. Прелесть. Эта сторона, та сторона тоже готова. Все подварено, сделано, все как надо. Держится четко, и сейчас я занимаюсь уже установкой крепления нашего аккумулятора. Там закладную приварил. И сейчас здесь, наверное, сделаю отверстие, чтобы у нас была зажимная конструкция здесь, чтобы аккумулятор ставился на один болтик и держался. По-быстрому замутил крепление. На болтик все надежно. Вот у нас там ложат асфальт, вон торчит только кузов, поэтому мне надо сваливать, иначе я не смогу выехать отсюда. Надо ехать. Отгоняем, продолжим заниматься завтра. Продолжаем наш Зилотах. Специалист с 20-летним стажем изготовил вот такой рычаг. Сейчас его установим. Он подходит все фрезой. Я здесь вот выбрал для того, чтобы он смещался. И на раздатке он будет у нас переключать повышенную и пониженную. Сейчас сразу поищу набалдашник сюда, прежде чем устанавливать. И потом вам продемонстрирую. Короткий один из пальцев оказался, поэтому приходится вот удлинять его. То есть навариваю, сейчас проточу, и нам хватит. Нам не хватает буквально вот, расстояния для шайбы. Юра там делает вольву, занимается мелочевкой всякой.
Юра, что ты в Вольве делаешь? Что сломалось? Ничего не сломалось. Делаем все потихоньку. Просто ремонтируем, и все, ничего не ломается, а мы все равно ремонтируем и ремонтируем. Ну не будешь ремонтировать, будет ломаться. А Да, когда ничего не ломается и все ремонтируешь, тогда... Логика железная. Ладно, продолжаем строить наш суперпроект Зилотах. К сожалению, резца для внутренних, ну вот, чтобы отсюда точить, у меня нету, поэтому приходится выживать. Токарь с 20-летним стажем, без напильника, ну никак. Ну вот такой пальчик у нас получился. Немножко здесь, видите, просадка, но это я болгаркой выпиливал, поэтому ну никак по-другому. Ну вот, собрал я наш рычаг. Теперь просто вот таким движением чик можно переключить. Вот он. Вот. Это у нас повышенное, ну пониженное в эту сторону, но удобнее. Вот сюда залазишь, чик-чик, переключается, все нормально. Он сейчас чуть-чуть стоит просто у нас под уклоном. Вот, ну, я думаю, нормальное решение. Посмотрим. Главное, чтобы он не выскакивал. Если будет вдруг выскакивать, мы сделаем фиксатор. Вот здесь можно сделать фиксатор, и в эту сторону тоже можно сделать фиксатор. Проблемы большой с этим нет. Трос спидометра нам уже не нужен. Спидометр у нас будет таховский. Мы просто будем по нему ориентироваться, я думаю. Вот, на крайняк, если уже не будет чем заняться, то можно в любой момент куда-то там врезать и зиловский спидометр, хотя он показывает тоже такое себе. Я все время переживал, что этот трос замотает на кардан. Вот теперь не буду за это переживать. Но у нас теперь вот там отверстие появилось. Замажем солидолом, ничего страшного. Друзья, смотрите, какая к нам приехала запчасть. Это актуатор раздатки на Chevrolet Tahoe. Так что сегодня мы продолжим заниматься нашим Зилотахом. Первая примерка показала. Вот сюда нам нужно установить привод. Вот этот болт нам мешает с массой. Но мы его перекрутим сюда, возможно. Вот. И надо чуть-чуть подправить сам выключатель. Непонятно, в каком он сейчас стоит положении. Потому что не совсем совпадает вот этот вот слепой шлиц на звезде. Ну, сейчас попробуем подогнать как-то. Блин, он у нас коротковатый, этот массовый провод. Ну, решим потом что-то. Сейчас попробую как-то попереключать, вставить, чтобы оно совпало. Стоял на паркинге, сразу что-то я не сообразил, а потом сообразил, снял с паркинга, и все стало переключаться. То есть сейчас привод наш установим. Прошу прощения за съемку такую болтающуюся, но здесь по-другому никак. Опа. Типа села. Сейчас найду болтики и закрутим. Все соединено. Возникла у нас проблема с фишкой небольшая. Отгнил один контакт. Ну, я там переделал все. Не очень надежно, но нормально. Ну и вот так выглядит этот актуатор нашей раздатки. Все закреплено. Там вот масса тоже закреплена. И сейчас попробуем запустить и попереключать. Давай попробуем. Нейтраль. На паркинге может не переключаться. Ну что-то вообще ничего не активируется здесь. Именно нейтральный. Что это было? А, это актуатор сработал, наверное, да? Похоже, что актуатор. Не должно так быть. Не свернуло там ничего. Ха-ха-ха, смешно. На нейтрале должно быть. Но оно на нейтрале вот сейчас стоит. И заводится кстати, на нейтрале, светится. да? Ну тут светится. А может это
Стало на место? Что? Не, там же все стало, я ж, ну, все четенько там было. Попробуй там. О, включилась. Двойка. Стой. Нажми четверку. Работает. Сделала только что. Надо проехать. А вот сейчас. Что ты щелкнул? Вот 4 повышенные. 2 по О, ним. бжик, работает. Ага. Слышал, да? Да. О, жик. Джи. Держу, включаю. Будет работать? Значит, должно работать. Ну смотри, Склифосовский. Все. Ну что мы нажимаем? Дело в проводе было. Надо 4? ехать на грязь, чтобы посмотреть, чтобы работало все. Нет, на асфальт я хотел. А, ну она же понижайка будет видно, как едет. По оборотам. Конечно. То есть в 2 раза где-то пониже. Ну что ж, закидываем сейчас госномера. Страховку я уже оформил. И попробуем прокатиться, проверим, как это работает. Мы практически уже готовы к выезду. Немножко я здесь подкачал колеса. Вот, также поправили, вот здесь у нас была утечка по бензину. Вот, ну и сзади тоже установил номер. Все, мы можем ехать на дорогу. Очень волнуюсь, потому что, сами понимаете, это первый выезд на этой машине. Непонятно, как она поведет себя на трассе, как передачи, но я все это буду пытаться экспериментировать. Ну и, конечно же, вам расскажу, что и как у нас в итоге получится. Вот, так что погнали! Маленькая остановка у нас, друзья. Немножко кардан у нас отошел от нагрузки. Надеюсь, дотянем. Мы здесь недалеко. Производим первое испытание. Но честно вам скажу, как бы, ну вот, едешь так вот, как на коне. Колеса все кривые. Но сейчас вот включил повышенную. На повышенной раздатке повышенная именно. На повышенной, конечно, он поприкольнее едет. Вот, то есть уже поливает так уверенно. Ну, мощность не суперская. Я не скажу, что он там прям наваливает вообще. Ну, нету такого. Но я сейчас еще поиспытываю, чуть попозже поделюсь своим мнением. Ну, сегодня у нас испытательный день, так? Посмотрим, как наша раздатка работает. Ну, 2H вроде светится. Вот, такого плана. Поэтому не будем спешить. Сейчас попытаемся проехать, я вам покажу, как мы едем по трассе, пока и что-то очень много машин, просто выехать не могу, вереница постоянная. Сейчас поедем. Драйв и поехали. Но если на нем не быковать, а спокойно вот выезжать, то есть, ну, примерно вот так это выглядит. 2000 и поехали. Чуть-чуть газку. Ну, вибрации присутствуют, к сожалению. Примерно так. Больше разгоняться я не хочу. Машина все-таки не проверена. Вот сейчас здесь развернемся и поедем обратно. У нас там еще одна проблемка, я вам покажу чуть позже. Тормоза очень жесткие, дикие такие, мощные. Прям страшновато.
Тормоза хорошие. Сейчас попробую пониженную включить. Раздатки. Газ в пол, нету никакой реакции. Пониженная не включается. Пониженную таховская раздатка не включается, не знаю, с чем это связано. Моргает просто лампочка и все. Сейчас включу пониженную в зиловской раздатке и попробуем еще. И газ в пол давлю, не раскручивается мотор почему-то опять, хотя чек не горит. Это газ в пол. В общем, что-то не то, стреляет. Зиловский двигатель можно вытащить из зила, но душу зила из него, ну, не вынешь ты. И стреляет, чихает. И опять у нас ограничение по мощности. Я не знаю, не хватает якобы бензина. Будем смотреть, разбираться. По охлаждению все нормально, вибрации зашкаливают, тормоза отлично. Но по тяге опять, в общем, качели. На этой ноте, друзья, я спешу с вами попрощаться. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого наилучшего. Ну а в следующих сериях с Зилотахом мы продолжим разбираться с этим сложным проектом. Все, всем пока!